Хочешь увидеть, как протекает реальный проект трансформации, как создать в компании систему непрерывных улучшений, какова дорожная карта построения новой организации процессов и потоков в компании. Интересно посмотреть, как развивается реальный проект улучшения в компании. Посмотри это видео до самого конца. Всем мира! Меня зовут Сергей Литин. Я более 24 лет развиваю систему непрерывного совершенствования в различных компаниях и организациях. Вы можете увидеть мое видео на YouTube, ВК, Дзен, Рутюб. Выбирайте площадку, которая для вас удобна. Это видео – продолжение предыдущего эпизода дневника проекта. Если вы не посмотрели первую часть, то ссылка на него сейчас появится в верхнем правом углу экрана. Посмотрите. Очень коротко напомню, что в рамках проекта решается 5 задач. Это первое – разработка стратегии непрерывного совершенствования. Второе – это развертывание инфраструктуры непрерывного совершенствования. Третье – это обучение методам непрерывного совершенствования. Четвертое – это создание системы мотивации. И пятое – это реализация проектов непрерывного совершенствования. 5 задач решается за 24 рабочие недели, за 4 календарных этапа. Первый – это запуск. Второй – это анализ. Третье – это улучшение. И четвертое – завершение. Все эти задачи решаются в группе компаний, с которой я сейчас работаю. Она называется Design Service. Находится в Махачкале, Республика Дагестан. Компания динамичная, стремительно развивающаяся. Работает в мебельной отрасли, в основном с производителями, предоставляя им широкий перечень необходимого, как дистрибутируя товары других производителей, так и собственного производства. Самое главное, что мне нравится в этом предприятии, это люди. Лидеру компании удалось собрать настоящих профессионалов, создать очень позитивную, энергичную корпоративную культуру. Особенностью проекта является то, что акцент в нем делается на построении процессной модели организации. При этом будут применяться и другие методы роста операционной эффективности. Бережливое производство, теория ограничений систем, статистические методы управления проектами. В этом видео я подведу итоги первых 2 недель работы. Видео обещает быть интересным, обо всем расскажу, а вы не забудьте поставьте лайк, сделайте репост, напишите комментарий. Спасибо. Поскольку это дневник, то буду вести его практически в хронометрическом порядке. Первые дни были посвящены диагностике текущего состояния компании. Я применил свою методологию анализа организации, в основе которой лежат идеи Билла Степлза, одного из основателей Международной ассоциации фасилитации. У него есть книга, в том числе на русском языке, «Трансформационная стратегия», но у меня книга на английском с подарочной надписью автора, которой я очень горжусь. При этом я очень существенно переосмыслил написанное в книге. Теперь она совсем не похожа на оригинал. При диагностике я исследовал компанию по 3 направлениям. Первое – это корпоративная культура. Второе – это предпринимательская или экономическая модель. Третье – это система управления, в том числе ее процессная модель. Модель корпоративной культуры для меня состоит из следующих составных частей, которые я изучал. Первое – это самоопределение организации. Туда входит миссия, ценности, атрибуты и среда. Второе направление – это модель поведения людей. Модель лидерства, вовлеченности, стиль управления. Третье – это навыки и компетенции. Образ идеального сотрудника, навыки, которые развиваются в компании, поддерживаются. Третье – это управление изменениями. Предпринимательская модель состоит из рыночной позиции, то есть это сюда входят клиенты и клиентская база, система продаж, продукты и услуги, ресурсное обеспечение, персонал, входные ресурсы, различные материалы, сырье и так далее. И третье – это техника и технологии. Третье направление – это показатели деятельности, это результаты деятельности, затраты и управление рисками. Система управления включает в себя управление сотрудниками, это мотивация, скорее технические моменты мотивации, взаимодействие, обмен информацией. Следующее направление изучения – это принятие решений, стратегия, планирование и контроль, анализ и решение проблем. И третье – это операционная деятельность. Это организационная структура, процессы и информационные технологии. Внимательный зритель может задать вполне уместный вопрос. Для чего необходимо изучать культуру организации или ее экономическую модель, если границы проекта ограничиваются ее операционной деятельностью, а незначительной частью всего изучаемого комплекса? Дело в том, что все аспекты деятельности компании очень тесно переплетены. Практически невозможно заниматься чем-то одним, игнорируя другие направления развития организации. Например, мы можем выстроить идеальную процессную модель, интегрировать бережливые подходы, вовлечь сотрудников в улучшение.
Но при этом, если в экономической модели будут пробелы, ну, не знаю, допустим, у вас не будет конкурентоспособного продукта, или будут проблемы с доступом к ресурсам, например, компания не может найти необходимое сырье и материалы, то очевидно, что все ваши успехи в выстраивании процессов и потоков окажутся малоэффективными с точки зрения развития всей компании. Поэтому в начале проекта я рекомендую проанализировать организацию через призму комплексного системного взгляда. Диагностика проводилась путем интервьюирования, анкетирования, изучения имеющихся документов и информации данных. В случае с группой компаний Design Service именно система управления является ключевым фокусом развития, так как имеет наименьшую оценку уровня ее отдельных элементов. Кроме диагностики по 3 областям развития организации, была проведена оценка уровня развития компании по спиральной динамике. Если вам не знакома концепция, ссылка на него сейчас появится в верхнем правом углу экрана. Диагностика показала, что доминирующей моделью корпоративной культуры является красный уровень – культура силы. Детальный вывод по диагностике я в дневнике проводить не буду. Общие выводы по ней использовать командой проекта для разработки стратегии операционного совершенствования. Разработка операционной стратегии – это следующий шаг. Здесь есть тоже методологические особенности, о которых я расскажу. Разработка стратегии проводилась в формате групповых сессий и состояла из 5 шагов. Первое – это рассмотрение, анализ результатов диагностика. Это мостик между двумя этапами. Второе – это формирование стратегического видения. Третье – определение целевых показателей. Четвертое – анализ стратегических разрывов, ключевых проблем текущей организации процессов. Пятое – выработка стратегического плана. В чем же особенность методологии? Дело в том, что с 1 по 3 шаг команда работала над общей стратегией, без обособления именно операционной деятельности. Это специфика компании. Дело в том, что общая стратегия компании, которая имелась, она требовала существенной доработки. И общее понимание значительно дополняет контекст разработки стратегии операционного совершенствования. В результате работы команды было сформулировано общее видение развития, которое будет достигаться на основании 7 базовых стратегий. Первое – это развертывание системы стратегического управления. Второе – это построение лучшего бренда в мебельной отрасли Северо-Кавказского федерального округа. Третье – это организация эталонного сервисного обслуживания. Четвертое – это создание системы непрерывных улучшений. Пятое – это расширение производственных активов. Шестое – это формирование команды профессионалов через создание лучшего места для работы и развития. И седьмое – это улучшение общества и окружающего мира. Базовые стратегии, или просто стратегии, являются столбовыми дорогами, ключевыми направлениями развития. Эти стратегии в дальнейшем конкретизируются в стратегические задачи и реальные проекты. Стратегическое видение стало основой для выработки стратегической карты, в которой цели распределены по 4 разделам согласно системе сбалансированных показателей. Это финансы, рынок, процессы и люди. Как видно на рисунке, из всего комплекса целей, для цели именно операционной стратегии необходимо выделить именно 3-й раздел стратегической карты. Процессы, которые включают в себя 3 цели. Это повысить эффективность труда, увеличить скорость обработки заказов и повысить качество сервиса. По целям определены показатели, значения по которым на момент разработки не было. И в течение ближайшего времени будет проведена работа по их расчету. Помните, я рассказывал, что в компании необходим переход на управление, основанном на единых правилах через построение процессной модели. Исходя из этой задачи, 3 цели были дополнены еще одной целью, которая была поставлена на уровень ниже перед подразделениями и процессным офисом. Это доля стандартизированных процессов, которая определяет, какую часть из единого реестра процессов стандартизирована. На общекорпоративном уровне также был выработан план перехода к процессной модели, который представляет из себя график запуска проектов по стандартизации различных процессов. Дальше общая стратегия была декомпозирована по 3 подразделениям, по которым были выработаны свои целевые показатели и перечень задач. Работа над конкретизацией стратегии подразделений продолжается. Эта работа пока не закончена. Методологической особенностью проекта в дизайн-сервисе является то, что изначально планировалось, что стратегия подразделения должна быть разработана только в части процессов, поскольку сутью проекта является переход именно к процессной модели управления. Тем не менее, по согласованию с лидером я решил расширить техническое задание, и были разработаны основные элементы стратегии подразделений по всем 4 разрезам. Это финансы, рынок, процессы и люди.
Почему я пошел на данный шаг, несмотря на то, что изначально это не оговаривалось? Это дало мощную поддержку операционному совершенствованию, поскольку оно перестало быть изолированным элементом развития организации и отдельных ее подразделений, стало логичной частью общей корпоративной стратегии. В рамках декомпозиции были определены цели и задачи подразделений, значительную часть из которых являются проекты, решаемые в системе непрерывного операционного совершенствования. Часть задач относится к инвестиционной деятельности, часть к функциональным проектам, проектам автоматизации, ну и тому подобное. В общем, получилось достаточно интересно и системно. Хотя работа еще продолжается, задачи продолжают определяться, структурироваться. Окончательные варианты будут сделаны в первые дни апреля, и я расскажу об этом более подробно. В целом следует отметить, что работа над стратегией не ограничивается единственным циклом. По плану проекта будут еще 2 цикла работы над стратегией, где-то примерно в середине проекта и при его завершении. Это важно, чтобы стратегическое управление было не разовым мероприятием, а регулярной, стандартизированной деятельностью. Стратегия не единственное, над чем работала команда в прошедшие 2 недели. Были сделаны ряд очень важных шагов. Первое. Разработана политика и регламент управления проектами непрерывного улучшения. Второе. Определена политика и регламент работы с идеями сотрудников. Третье. Определен перечень команд непрерывного совершенствования по компании и в отдельных подразделениях. Согласовано положение о порядке их работы. Четвертое. Определены основные параметры работы процессного и проектного офисов. Также были определены основные параметры денежного стимулирования участников проектной деятельности в области непрерывного совершенствования. Участники телеграм-канала спрашивали о том, какие сложности были, как работал с сопротивлением. Боюсь разочаровать задавших вопрос, но никаких трудностей я не испытывал. Команда была заряженной, вовлеченной. Надеюсь, что так будет и дальше. Фактически за первые 2 недели начала марта был создан фундамент дальнейших преобразований. Пока в проекте взята небольшая пауза в течение 2 недель, поэтому это видео и снято в студии в формате такой ретроспективы. В дальнейшем работа будет состоять из очной и онлайн части. Очно – это когда я непосредственно работаю на территории компании. Онлайн – это 30-60 минутные встречи с командами проектов через средства телекоммуникации. Таким образом, насыщенность информации в проекте также будет пустовать в зависимости от моего графика работы. В дальнейшем я постараюсь сделать оперативные ежедневные обзоры в телеграм-канале. Подписывайтесь. Единственное, снова напоминаю, что моя работа по проекту имеет такие перерывы. А на YouTube, Дзен, ВК делать сводные отчеты раз примерно в 2 недели. Впрочем, формат новый, посмотрим, как пойдет. Тем более, что все видео я снимаю сам и монтирую сам. Это занимает очень много времени. Так что поддержите мою работу, поставьте лайк этому видео, сделайте его репост, напишите комментарий. А на сегодня это все. Всем мира. Вы лучшая аудитория. Увидимся.